Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре достаточно компактный металлокорпус MagForge 100M от компании MSI, который максимально поддерживает установку материнских плат формата ATX. Итак, габариты корпуса составляют длина 430, ширина 210, высота 500 мм. Вес корпуса с комплектом крепежа 7,1 кг. На верхней панели корпуса присутствует противопылевая сеточка на магнитах. Под ней находятся крупные вентиляционные отверстия в виде пчелиных сот и продолговатые посадочные отверстия, в которых можно закрепить два 120 или 140 мм вентилятора, или радиатор СЖО формата 120 или 240 мм. Ближе к передней части корпуса расположены внешние порты и кнопки, такие как кнопка переключения подсветки, два разъема USB 3.2, аудиоразъемы для подключения микрофона и наушников, кнопка перезагрузки и кнопка включения, выполненная в виде щита от логотипа MSI. Индикаторы питания системы и активности накопителей также здесь присутствуют. Длины кабелей всего этого добра достаточно, чтобы при сборке не испытывать трудностей в их размещении и подключении. Передняя панель крепится к шасси корпуса на стандартные защелки, которых здесь по 4 штучки с каждой стороны. Конструктивно состоит из 3 частей. Пластиковая рамка выполнена в виде рубленых треугольных граней, которые отражены зеркально в верхней и нижней части панели, а большую часть площади занимают две металлические сетки с мелкими ячейками. В общем, на шасси корпуса производителем уже предустановлено 3 фирменных 9-лопастных 120 мм вентилятора, из них 2 на передней части и 1 на задней. И он, кстати говоря, не имеет встроенной подсветки. 2 передних имеют RGB подсветку, соответственно у них есть дополнительный провод с разъемом плюс 12 вольт. Их можно включить либо к комплектному контроллеру, либо прямо в материнскую плату, если она поддерживает управление подсветкой. Кстати о контроллере. На нем есть 6 стандартных разъемов плюс 12 вольт, сгруппированных по 3 с каждой стороны. Сверху к нему на 2 контакта подключается кнопка LED, которую мы видели на верхней панели корпуса. А снизу подается питание от блока через разъем SATA. Возможности подключения к материнской плате у данного хаба нет. По информации из сети, диапазон скоростей ротора у всех предустановленных вентиляторов идентичный и составляет от 600 до 1500 оборотов в минуту и управляется при помощи шин. Разъем питания 4-контактный. Информации о подшипнике я, к сожалению, не нашел. Длина кабелей примерно 510 мм. В общем, на передней части шасси корпуса можно разместить 3 120 или 2 140 мм вентилятора. Радиатор СЖО поместится на 120 или 240 мм. Задняя панель выглядит стандартно. Правее от отверстия под заглушку для материнки находится посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО. Есть возможность небольшой регулировки по высоте. Ниже идут 7 горизонтальных несъемных заглушек для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если вы решите туда что-то установить. Прижимная планка присутствует, но она здесь выполняет только декоративную функцию. Удерживается одним винтом. Ниже находится окошко для установки блока питания. Отверстия для крепежа здесь позволят расположить блок питания только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены 4 крупные пластиковые ножки с мягкими вставками. Высота ножек составляет 34 мм. Пылевой фильтр под блоком питания имеется. Под ним расположились крупные вентиляционные отверстия. Также на нижней панели присутствует отверстие под установку съемной корзины для накопителей в одно из 2 положений и 4 крепежных винта, которые удерживают эту самую корзину внутри корпуса. Левая боковая панель — это легко тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм и размерами 360 на 365 мм. Держится она на 4 винтах с накатанными головками. На винтах есть резиновые прокладки. На левом и правом ребре шасси корпуса присутствуют полоски из мягкого пенного материала. Блок питания закрыт кожухом. Сбоку на нем нанесен своеобразный узор и название серии. Верхняя часть кожуха перфорированная. Также здесь есть отверстие для крепления 2 120 мм вентиляторов и пара отверстий для кабель-менеджмента. Расстояние от передней панели до начала крышки кожуха составляет 68 мм. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX и ATX. 6 стоек под них уже вкручены на свои места. В комплекте с крепежом можно найти еще 4. Верхняя центральная стойка имеет небольшой выступ, который упростит крепеж материнки к поддону, за счет того, что не даст ей ерзать, пока вы ее не прикрутили хотя бы одним винтом. Расстояние от края материнки до верхней части корпуса примерно составляет 55 мм. Производитель рекомендует устанавливать сюда видеокарты длиной не более 330 мм, а рекомендованная высота процессорного кулера составляет 160 мм. Отверстия для кабель-менеджмента имеются в достаточном количестве. Для укладки кабеля между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено от 20 до 25 мм свободного пространства. Ближе к передней части корпуса на поддоне есть пара мест для установки 2,5-дюймовых накопителей. Правая боковая панель ровная, крепится на 2 винта с накатанными головками. Для удобства ее снятия и установки на место на ней имеется выступ. Толщина металла шасси корпуса, а также правой панели равна 0,6 мм.
На задней стенке поддона материнки есть место для установки одного 2,5 дюймового накопителя с помощью съемной рамки, которая крепится одним винтом. В месте установки блока питания демпфером не предусмотрено. Возможна установка блоков длиной 160 и 180 мм, в зависимости от положения корзины для накопителей. Чтобы поставить что-то длиннее, корзину нужно будет снять полностью. В корзине для накопителей расположены два съемных пластиковых лотка, в каждом из которых можно закрепить через штырьки и резиновые демпферы один 3,5 дюймовый жесткий диск, либо зафиксировать винтами один 2,5 дюймовый накопитель. Все отверстия для кабель менеджмента качественно завальцованы. Предусмотрено множество выступов для крепления кабелей стяжками. Учитывая все вышесказанное, корпус MSI MagForce 100M это нормальный бюджетный корпус. У него сдержанный дизайн, стандартная вместимость и неплохая схема продува прямо из коробки. Да и различным накопителям здесь есть где разместиться. Чтобы было совсем хорошо, не хватает разве что демпфера под блоком питания и наличия съемного пылевого фильтра на передней панели. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус будут в описании. Ну а на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на канал, если вы еще не подписаны. Желаю всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами как всегда был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!